Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Да, Александр Григорьевич, для своих детей вы страну построили, а для наших детей вы поделили всех детей Беларуси на своих и чужих. И именно это вам простить нельзя. Ваши дети получают все самое лучшее. Мой младший сын, как вы знаете, учится в обыкновенной деревенской школе. А наши дети не получают ничего. Они не получили от вас даже право жить. В суде Московского района Минска 27 ноября 2018 года проходил суд по жалобе мамы почти двухлетней Веры Звонько на действия белорусского Минздрава. Да-да, того самого Минздрава, которому кто-то из вас радостно перечислял деньги на борьбу с коронавирусом, и того самого Минздрава, кто эту самую борьбу с коронавирусом позорно провалил. У малышки Веры очень редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 2 типа. СМА – очень страшная болезнь. Отказ в препарате при ней в Беларуси – это смертный приговор для пациентов с этой болезнью, в том числе для девочки Веры. Родители обратились в Минздрав с просьбой отправить ребенка за медицинской помощью за рубеж, так как в Беларуси нет препарата для приостановки этой страшной болезни. И знаете, что им ответило ведомство Владимира Караника? Минздрав отказал 2 раза, заявив, что это нецелесообразно лечить ребенка. Во всех, абсолютно во всех странах-соседях Республики Беларусь, Польша, Россия, Украина, Литва, Латвия, препарат Спинраза зарегистрирован и предоставляется пациентам безвозмездно, то есть бесплатно. Во всех странах вокруг, но не в Беларуси. Знаете, что в итоге посоветовал Минздрав смертельно больному ребенку, у которого медленно отказывают все мышцы? ЛФК, физкультуру и массаж. Я считаю это издевательством и плевком в лицо всем родителям, у кого болеют и умирают дети. Александр Лукашенко тратит огромные деньги на своих арбузниц, свиту, охрану, резиденцию, парады. Но для меня ни один парад не целесообразный, пока в Беларуси умирают дети, не получившие вовремя лекарств. Хотя такие лекарства существуют, такие лекарства могли их спасти, но у родителей нет денег. Никакие побрякушки не имеют смысла, если в Беларуси умирают дети, которых можно было бы спасти. Я уверена, что вся Беларусь бы поняла и вся Беларусь бы аплодировала, если бы вместо одного парада Александр Лукашенко потратил деньги на лекарства для девочки Веры. И не только Веры, но и других детей. И не только детей. В Беларуси нет ни одной государственной программы для поддержки детей и взрослых больных СМА, а врачи не действуют с международными протоколами ведения людей с заболеванием СМА. А между тем Минздрав до сих пор не отчитался за деньги, которые получил от людей на борьбу с коронавирусом. Наши деды воевали не за то, чтобы по улицам Минска катались танки, а за то, чтобы наши дети не умирали в мирное время от болезней, когда детей можно спасти одним росчерком пера. Зато посмотрите, Александр Лукашенко носит дорогие часы на руке, а я бы гордилась президентом, у которого часы за $10, зато у него в стране дети, которым надо, получают домашний ИВЛ бесплатно. Но на часы для Лукашенко государству денег не жалко, а на лекарства и аппараты для больного ребенка жалко. А мощь государства не в том, чтобы угрожать другим. Мощь и сила государства в том, чтобы защищать своих. В первую очередь тех, кто слабее, например, детей. Но в этом государстве есть и здоровые дети, которые не нужны. Для них в 2006 году Александр Лукашенко подписал декрет номер 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Детей, которых изымают согласно этому декрету, называют в народе президентские дети. И вот что странно. Если я подпишу какой-то договор или какие-то бумаги, то я несу полную юридическую ответственность за последствия. А президент страны за подписанные им декреты почему-то никакой ответственности не несет. В этом декрете много неожиданностей. И в чью только гениальную голову могла прийти мысль отбирать у матери ребенка за неуплату коммуналки или каких-то там штрафов, а саму мать ставить на счетчик. До этого не додумалась даже строгая Норвегия. 10 января 2020 года 2 брата, 20-летний Илья и 18-летний Станислав Костевы, были приговорены к смертной казни за то, что они убили проживающую по соседству учительницу. И в этом убийстве есть один очень важный нюанс. Ранее эти братья были изъяты из своей семьи как раз по декрету номер 18 и воспитывались в детдоме. И шли убивать учительницу не просто так, а за ее угрозы забрать в детдом их племянников. Я только не понимаю одного.
Почему братья Костевы сидели на скамье подсудимых одни? Почему там же не сидели те, кто их воспитывал? Директор детдома, воспитатели. Почему Александр Лукашенко не несет никакой ответственности за своих президентских детей, как человек, подписавший этот декрет? Подчиненные Александра Лукашенко забирали из семьи этих детей, чтобы воспитать их достойными членами своего общества, разделяющими государственную идеологию. Воспитали. Теперь какой спрос братьев Костевых? Как воспитали, то и получили. Мы видим воспитание у президентских детей братьев Костевых соответствующее. У них есть с кого брать пример. А кто дал право им отнять? Безусловно, братья Костевы не имели права отнять эту жизнь. Но почему Александр Лукашенко имеет право отнять жизнь у самих братьев Костевых? Этих мальчиков сначала лишили семьи, те, кто всего лишь выполнял функции, возложенные государством. Потом этих мальчиков воспитали назначенные Лукашенко люди. И воспитали согласно декрета, под которым стоит подпись Лукашенко. А теперь их жизнь будет завершена этой же незамысловатой подписью. За что их казнить? 23 октября 2015 года в Гомельском областном суде озвучен приговор Оксане Сорокиной. В начале апреля она утопила в ванне своих детей – 11-месячную Ангелину и 2-летнего Савелия. Суд приговорил ее к 25 годам лишения свободы. И у этого дела тоже есть важный нюанс. Молодая женщина воспитывалась в белорусском детдоме. Еще одна хорошо воспитанная президентская дочка. Соцзащита угрожала молодой женщине отнять ее детей, потому что в ее квартире бывает слишком грязно. Своих детей Оксана утопила, чтобы они тоже не попали в детдом. Утопив детей, мать запустила стирку, достала мертвых детей из ванны, одела уже окоченевшие трупики, расчесала им волосы, последний раз убрала квартиру и сама вызвала милицию. На суде женщина улыбалась. Она только сказала, что в могилке им будет лучше, чем в детдоме. И это была страшная улыбка матери, которая уверена, что смертью спасла детей от худшей доли, и хищные руки белорусского государства больше никогда до них не дотянутся. А ведь и братья Костевы тоже защищали своих маленьких племянников не от учительницы. Они защищали их от государства, от всей этой страшной, бездушной, огромной государственной машины, с которой они столкнулись лично. У меня открытый вопрос ко всем. Почему дети, прошедшие белорусский детдом и которые были изъяты по президентскому декрету, готовы убивать, только чтобы другие дети не повторили их судьбу? Какую же такую страну приготовил для президентских детей Александр Лукашенко, если они выбирают смерть? Рыба гниет с головы. Беларусь сегодня – это страна для смерти. Жестокость государства рождает ответную жестокость людей. Это замкнутый круг. И этот замкнутый круг смертей детей и убийств детей в Беларуси нужно останавливать. Но останавливать его можно только одним способом. Вся государственная система должна измениться. Хватит жестокости, хватит насилия, хватит убийств, хватит крови, хватит запугиваний и оскорблений. Я хочу президента, который будет бороться за жизнь каждого, абсолютно каждого белорусского ребенка, больного, здорового, попавшего в беду или даже совершившего ошибку с родителями или без. Мне не нужен президент, который умеет только карать, казнить, угрожать, оскорблять, показывая личный пример президентским детям. Я не хочу, чтобы в Беларуси росли детские могилки. Я хочу президента, который может помиловать, который умеет прощать и умеет поддерживать трудную минуту. Я так хочу, чтобы в Беларуси дети оставались в живых, наши дети, потому что чужих детей в Беларуси быть не должно. И мы за это будем бороться. 6-й день в неделе – это не выходной. Это, если хотите, скажу вам как учитель, чтобы ученика наклонить к жизни.